Важная новость, которую я просто не могу с вами не поделиться. Гончарная мастерская Дмитрия Алиференко, он сам, вся его семья и любимая, конечно же, тоже, да, она тоже помогает. Поздравляет всех своих настоящих, прошлых и будущих подписчиков с наступающим Новым годом. И всем покупателям, которые вот сейчас придут в его магазин до Нового года, предлагают скидку 10% буквально на всю продукцию. Не важно, что вы хотите взять. Вот если вы у Дмитрия Алиференко что-то покупаете, скатал, чашу, кружки, кувшины, да не важно что, вам просто это нравится. Ребята, считайте, что у вас 10% скидка уже есть. Ну, он первый вас с наступающим поздравил, думал буду я, но нет, Дмитрий поздравил первый. Кому интересно, ссылка будет в описании под видео. Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Бритье, бритье, бритье. Сегодня, пожалуй, будет еще одна необычная серия. В чем ее необычность, вы поймете, просмотрев оба видео. Но первое, это вначале будет бритье, а потом второе выйдет видео, в котором я объясню суть тех вопросов, которые терзают мою голову, и хочу попросить у вас совета. А пока же вы идите на крупный план, смотрите там что да как, я начинаю подготовку, ну и будем бриться необычным станком, старым-старым, добрым-добрым, прямо из СССР, ну и прямо за 3 рубля 50 копеек. Догоняйте. Мы сегодня побреемся вот таким вот замечательным станком времен СССР под не менее замечательным названием Симза. Пробовал, гуглил, искал. Единственное, что я нашел в сети, это коробку из-под этого станка под таким же названием, но станка, к сожалению, там не было. Название было точно такое же, коробочка была в более лучшем состоянии, нежели это, 3,50. Лезвия лежат, но лезвия я еще не открывал, сегодня будем на других. Ну и был сам станок, все это добрище мне дали, конечно же, на погонять. Вот сегодня мы им и побреемся. Интересная штука, и название тоже интересное. Сам станок, он как звено в цепочке, я потом объясню какой. Внешне он очень сильно похож на мягкий, потому что профиль его как 2 капли воды. Ленинград, он же Львов, он же туристы, нечто вот такое. Не удивлюсь, если это тоже было слизано с чего-то жилетовского, но профиль этого станка вы раз увидите и запомните навсегда. Он достаточно необычный, смотрите, он так на белый гриб в срезе похож. Вес станка 16 грамм, длина ручки почти 90 миллиметров, 88 там без малого. И поставим лезвие, наверное, Wilkinson World. Только вот какой из них, парни, я вот что-то даже вот это пробовал, очень понравилось, вот это уже не помню. Давайте, наверное, раз уж я помню это лезвие по старту, я когда старт его поставил, там аж кипятком брызгал во все стороны, так понравилось, поэтому сейчас его поставим также. Куда ставить-то? Давайте я вам хоть покажу, что за станок-то. 3-составной, ручка, ну пластиковая обыкновенная, вон металлическая блямбочка есть, видите, закручивать. Нижняя плита. Время ее не пощадило, было какое-то эмалирование, нет, это анодирование, хромирование, не знаю, чего-то там, мирование, но оно уже достаточно послетало. Голова легкая, силуминовая, ну, выглядит, сами видите как. Но, тем не менее, форму держит молоток, верхняя плита. Здесь тоже вон окислы пошли, и все покрытие послетало. Но тоже еще ничего себе, так, молодец, огурец. Лучше всего покрытие сохранилось на самой крышке. Ставим полюбившееся мне лезвие. В чем разница между жилет Wilkinson и, скажем так, просто Wilkinson's World? Давайте откроем, посмотрим. Так, ты где открываешься? В оформлении разница все же есть. Обратите внимание. Ну, с обратной стороны то же самое. Поставим это. Потом, конечно, поставим и то, чтобы сравнить, есть между ними какая-то разница или нет. Ну, пока сказать не могу. Длины головы не хватает, чтобы покрыть всю длину лезвия. Обратите внимание, оно маленечко выходит. На первый взгляд все равномерно хорошо.
им и побреемся. Как и обещал, мылом сегодня опять будет Норд Маэстро от мужского материка, потому что первый раз, когда брились на опаске, я, как правильно парни заметили, не сильно-то его и раскрыл, потому что там загнал в не совсем обычные для него условия. Сегодня же оторвемся по полной и будем бриться так, как нужно. Стоимость мыла 360 рублей за 100 грамм. Многие его уже купили, многим он понравился, и люди отписали об этом. Тому же, кому не понравился или оставил равнодушным, еще пока никто не отписал. Отсюда делаю сам для себя вывод, что продукт достаточно качественный и людям нравится. Сегодня им побреемся. Помогать нам будет кабанчик компании «Зенит». Средних размеров помазок, диаметр узла 24 мм, высота ручки 50 мм, высота узла 60. Мне он очень понравился. И плюс ко всему он еще недорогой. Удивлен, почему каждый раз, когда речь идет о кабанах, недорогих кабанах, почему-то люди не говорят вот об этом помазке. На самом-то деле он великолепен, ребята. Ничуть не хуже того, что предлагает Омега, к примеру. Вот сегодня мы его и запустим. Ну и раз пошла такая пьянка, и чашу сегодня точно так же возьмем от мужского материка, ту самую, которая из последних пришла на канал. Одну из них на позапрошлом стриме я отправил кому-то из ребят, а вот эту вот красненькую, вырви глаз, такая, знаете, цвет магма, кровь земли. Вот оставил на обзор, на посмотреть, ну и на погонять. Потом она, конечно, тоже кому-то уйдет. Может быть, не на следующем, так на позаследующем стриме. Нет, следующий будет по пару. На позаследующем можно ее поставить. Ну, согласитесь, парни, выглядит нетривиально. То есть форма, держать удобно. Все здесь идет в зацеп. Великолепно все. И вот такая вот чашечка. Сегодня она вам поможет сбить пену. Благодаря ресурсу Алексея Меркулова в Санкт-Петербурге смогу вам сегодня показать еще один пробник Irish Mousse. Пробовал, гуглил. Находится, в принципе, как автошейв, так и одеколон. Цены совсем непонятные. Там от 300-200 рублей там, до 3-4-5 тысяч. Понятно, что то, что подороже, скорее всего, одеколон. Но вот так, чтобы вот флакон нормально вот по обычной фиксированной цене везде автошейва я не нашел. Везде ценники почему-то разные. Как он себя покажет сегодня в деле, посмотрим. Но пока интрига, причем ирландская интрига. Правильное название, насколько я понимаю, Sir Irish Mousse. То есть здесь вот слово сир, не сэр, а сир. Сир не хватает. Попробуем, разберемся. Ссылку на Алексея я оставлю в описании под видео. Кому нужны пробники, обращайтесь. Я думаю, он вам поможет. Ну, Жишка занимается махом. Правда, много вы воды сюда не наберете. В принципе, много-то и не надо. Вот, уже хорошо. Чуть-чуть отжал и поехали. На этот раз будем не на лице, на этот раз будем в чаше. Так. Основная неудача, которая нас может постигнуть при изготовлении мыла в чаше, это то, что мы, ребята, перебздим. В каком смысле? Набираем то количество мыла, помазок на узел, стряхиваем в чашу, которое считаем нужным. И если оно будет густым, естественно, мы будем добавлять воды. Так вот, самое главное не перебздеть, потому что если мы добавим больше воды, что мы дальше можем сделать? Только два варианта. Или забрать еще мыло, чтобы загустить раствор, или вырабатывать ту воду, которую мы туда лишка бухнули. Ни тот вариант не нужен. Поэтому, когда добавляете воду в густое мыло, старайтесь не торопиться. Именно поэтому каплями все и добавляется, чтобы избежать слишком влажного мыла. Кому-то это, несомненно, нравится, кому-то это по кайфу, что по что бежало. То есть, ну вот я рассказываю со своей колокольни. Сейчас здесь мыла гораздо больше, чем влаги. Пена, да, она практически сразу сделает. Смотрите, сразу сливки. Ну, понятно. Тут чуть-чуть влаги было в чаше, плюс концентрат. Конечно же, все это пойдет сразу сливки. Генерация приятная. Вот те пупырки, которые там внутри есть, они реально по кайфу. Угу. Ну, вот сейчас
сейчас я вижу, что чуть-чуть, совсем маленько, возможно в пределах 10 капель, все-таки стоит добавить. И больше бы я бы, наверное, все-таки не стал. Нет, еще вот так, еще 5-7. И все, больше не буду. Хочу, чтобы именно на этом уровне она застыла. Мне кажется, именно в этом положении она не будет сохнуть. Именно в этом положении, вот усики, смотрите, как она распустила. Она будет давать то скольжение, на которое я рассчитываю. Но в любом случае делайте под себя. Потому что вот сейчас, вот глядя на все это, больше чем уверен, Александр Тернавский со мной бы не согласился. Потому что он любит пожиже. Поэтому я говорю, делайте под себя. Щетина после бритья пумой. Знаете, такое ощущение, что она, во-первых, вся ровненькая. Равнение на, и вот она вся вот такая, прям линеечку. И причем срезана не вот так вот, а как-то вот так вот, знаете, уж прям как вот, вот что-то типа такого. И когда я рукой провожу, я вот эти вот все шляпки ровненькие, выровненные, я их все чувствую. И по кайфу, реально по кайфу. Так, ну ладно, давайте посмотрим, что у нас сейчас получится. Пришейф, ну то же самое мы убирать не стал. Сейчас, наверное, уже пора сделать компресс и начинаем наносить пену. Хорошо, суббота. Повезло, никто ничего не долбит, не сносит. Всю неделю в садике деревья пилили, как белки. Теперь до нашего дома добираться будут, я не знаю. Но выкосили там все, конечно, изрядно. Если раньше мы жили в парке, то сейчас какая-то, знаете, там после Тунгусского метеорита что там остается, ну вот у нас примерно то же самое. Вау. Ребята, кто ищет себе недорогой кабанчик по первости, не забывайте, Зенит один из вариантов. Недорогой, насколько я знаю, в пределах 500-700 рублей. В работе не разочарует. Ручка может быть вызывает вопросы, но это достаточно имховая. Мне, например, вот эти кольца здесь не нравятся, они подушечки как-то не очень комфортно дают чувствовать. Зато все остальное просто пипец. Классно, хороший. Так, загустил, ё-моё, водички-то надо добавить. Смотрите, слишком густо, слишком. Думаю, надо вот так вот. На этом остановлюсь. Ну давай, волшебный станок. Как тебя там зовут? Название вот этого. Симза, что ли? Ну да, Симза, господи. Вот у кого такие мозги? Придумали же название. Нет, чтобы что-нибудь красивое. Ну, Володе Степанцова на них не хватает, он бы махом придумал. Так, ну поехали. Ребята, просто хочется петь. Вот так вот прямо он бреет. Промывается великолепно. Мыло работает. Я уже начинаю привыкать к этому запаху, и он реально становится своим. Вы знаете, тынь-тынь-тынь-тынь, вот так вот под корку залазит, и все. Вот я кайфую от этого запаха, реально. Вот скажите, что я еще могу добавить к тому звуку, который вы сейчас слышите? Пожалуй, что ничего. Это уверенный, бодрый, шелестящий, шкварчащий, как шкварки на сковородке, рез. Вот ты это чувствуешь, ты это видишь. То есть ты вот сальца бросил,
оно у тебя уже начинает, вот не маленькими кусочками, такими добрыми, так как для себя. И вот оно, когда начинает уже шкварчать, ты это слышишь, ты чувствуешь, и ты просто балдеешь от этого. Здесь то же самое. Ты слышишь, чувствуешь этот рез, ту вибрацию, которую срез передает на кожу лица, и это по кайфу. А когда вот эта тягомотина, не тятя, не матя, где подкусывание, где тянучка, где еще что-то, или наоборот, какой-то с хитрым прищуром такое хитрованское, кусачее, заподлянское, шаг пум-пум-пум, влево-вправо, он тебе тыр-пыр-кыр, коц, и все. И вот это, знаете, постоянно на грани, оно не по кайфу, а здесь все как бы в балансе. Вот прям интересно. Первый недостаток увидел. Носогубно, не совсем удобно заходить. Ну, при таком строении головы. Мыло хорошо осталось. Снес тоже замечательно. Наносим второй. Чуть-чуть намочу. Кайфовое мыло. Кайфовое. Оно вот своей умеренностью кайфовое. При всем при том, что вот позволяет хорошо бриться, запах не душит, но он по вкусности такой, что он нравится. Просто нравится. Неудобно заходить в этот радиус. Надо маленечко изгаляться. И вот второй проход. Пожалуй, на третий проход заберу все, что в чаше. Подсаживания никакого не увидел. Из чаши мы так ни разу и не брали. Все, что было на помазке, вот это нам и позволило побриться на 2 раза. Ну а сейчас уже на 3-й раз что тянуть-то? Кому оставлять? Укрывистость мыла. С ним не надо долго на лице играться, потому что если зазеваешься и пару-тройку
проходов туда-обратно сделаешь, то может получиться так, что ты его загустишь. Поэтому вот помассажировал сколько тебе надо. Если вдруг что-то прощелкнул, ну, с другой стороны тоже можно намочить и исправить ситуацию, если вы не любите сильно густое. Родинку цепанул. Beautiful. Просто beautiful. Но неожиданно удивил станок агрессии. Сейчас по пене вопросов нет. Тут еще дофигища. Помазок есть полностью забитый. В чаше у нас опять же навалом. Пена. Ну, если она и загустила, да нет, не загустила и не подсела. В одном из видео ребята говорили, что вот это там на камеру хлопанием в ладоши. Ребята, это не стейки посмотреть, ну в том числе, это еще понять, что случилось через 5-7 минут после начала бритья с пеной. Деградировала, не деградировала, осталась в том же состоянии, стала лучше, хуже, вообще какая она. Ну вот это вот лично для меня один из приемов на это посмотреть. А не в том смысле, что похлопать в ладоши, это что за дурдом. Ну, если бы я сам вот был без видео, да, я бы все равно так делал. Потому что вот так вот мне позволяет быстрее определить, что с этой пеной. Если бы я вообще заморачивался на эту тему, потому что если я бы сам для себя, да я просто побрился бы, да дальше пошел. И голову бы себе не забивал. Нравится, не нравится, это понимаешь сразу. А вот это тын-тын, ну, это только если хочешь больше в чем-то разобраться. Смываем, автошейф, ну и, блин, воды. Все-таки как станок может менять характер бритья. И вот, например, вот если бы я вот с Wilkinson World познакомился первый раз в этом станке, не факт, что я быстро бы вернулся к нему опять. Потому что ну, достаточно все такое агрессивное было. И ну прям морда лица, я вам прям вижу, у меня слегонца разнесена и горит. И это меня очень сильно удивило, потому что визуально, когда я смотрел на ГАП, он мне не показался большим. Точных данных, естественно, я получить не могу, потому что у меня нет соответствующего инструмента. Я рассчитывал на мягкий рез. Ну вот, даже родинки досталось. Ох ты, польский городок! Хорошо. Поорать можно. Ребята, запах просто бомба. Просто бомба. Он балансирует на грани. По запаху ты понимаешь, что это не какой-то дорогой там бам-бам-бам-бам-бам из автошивов, но он такой классный. Это что-то, ну вот как пишут, что он фужерный, зеленый.
Не знаю, насколько он там фужерный, но они там умные, им виднее. Но вот зеленый он точно. И какой же он классный. Сколько там и в каких пропорциях замешали, что он этот запах вот лично для меня делает животворным. Это не запах свежести, это не запах гор, это не запах лесов. Это запах, знаете, вот чего-то сочно-зеленого такого. Ни к яблокам, ни к чему остальному это никакого отношения не имеет. Вот сир, ириш, мусс. Знаете, здесь даже олдскульное что-то подмешалось. Чертовски хорош. Уходовые, да, есть. Я сейчас чувствую их на лице. Уйдут, не уйдут, узнаем совсем скоро. Но запах мой, я его люблю. Это шикарный запах. Где-то, возможно, даже шипровые ноты. Не в смысле, что вот он шипровый аромат, а вот наш хороший шипр, вот как батя еще брызгался, вот даже какие-то такие ноты проскальзывают. Запах великолепен для меня. Да, пленка уйдет, она уже наполовину высохла. За запах дополнительно от меня 3 балла. Просто 3 балла. По уходовым, но он спиртовый. Пленка уже уходит. Да, я думаю, что все будет нормально. По интенсивности запаха я вам не скажу, но вряд ли он дальнобойщик. То есть, в пределах где-то полуметра, наверное, будет работать. Как долго продержится. Ну, любимая придет, если вы скажет, то я скажу. Ну, а так я на час-полтора-то рассчитываю. Но запах кошерный. Ребята, вот все, пленки уже практически нет. Вот почему-то у меня в голове цифра 8. Вот за этот автошейв прям душевный. Интересно было бы даже вот водичку туалетную от них попробовать. Да, она несколько там подороже, но, блин, класс. Реально класс, вещь. Я бы от такого автошейва в своем хозяйстве точно бы не отказался. Он будет иметь отношение больше к бритью. Вы не будете им специально пшикаться, чтобы куда-то там на выход или еще что-то. А вот после бритья реально от него кайфануть, это прям вообще и поорать, и по запаху. Вот зеленая, сочная, олдскульная, барбаршаповская лишь отчасти. Это не барбаршап в хорошем смысле этого слова. Это барбаршап, вот старая добрая цирюльня, в которую ты заходишь, а там флакон вот этого шипра стоит. И он не сейчас, а некоторое время до того, как ты пришел, побрызгал. И знаете, вот этого массированно, бум, вот этого нет. Но ты понимаешь, что в этом помещении оно было. И ты этот аромат чувствуешь, ты не можешь его не чувствовать, потому что тут пропитано им все. И воздух, и сиденье, и люди, и стены, сама атмосфера. Как Фаина Раневская, атмосфера, идите в жопу, атмосфера, вот что-то типа такого, вот прям класс, спасибо огромное, ну прям вещь, извиняюсь, очки взял, да, сира не хватает, сир, ириш, мусс. Алексею Меркулову спасибо огромное, повторюсь, ссылки на него будут в описании под видео, кто хочет пробников найти, ищите у него, я думаю, кто ищет, тот всегда найдет, да, обрящите. По помазку. Сколько раз уже было переговорено, мне этот помазок нравится. Если есть люди, которые могут сказать, что это так себе помазок, ребят, скажите. Я ничего плохого за этот помазок сказать не могу. Он реально по кайфу. Лезвие. Лезвие, я люблю эти лезвия. В этом станке я этих лезвий не узнал. Настолько это было прям, знаете, вот кайф, граничащий с экстазом на первом проходе. Как он все это бархатисто убирает. И в принципе-то кожа, она хоть там сколько, 3-дневная щетина подохнула маленько, и она дала возможность этот кайф поймать. А вот уже второй проход, там кожу маленечко подсадили первым проходом, и там уже вот этот вот джин-джин-то он уже стал наступать, и там колокольчик уже вовсю просто не звенел, а теребонькался вот так, и тормози, аккуратно, аккуратно, здесь оттаз, здесь шухер. А третий проход, ну это да, это было весело. Вот сейчас вот, ну вы сами все видите, вот оно. И родинки досталось, и досталось всем. Бритье, хорошее бритье. Местами есть чуть-чуть, совсем децл, не пробривы, но это просто я уже сам чувствую вот эту вот агрессию, которая идет от станка на этом станке, от лезвия на этом станке, я уже так, знаете, чуть-чуть слабинку-то давал. Говоря о лезвии, половину рассказал уже о станке, так вот повторюсь. Ребята,
Беря этот станок, я рассчитывал на мягкое деликатное бритье, ввиду того, что он вот так вот похож и на Ленинград, и на туристы, и на Львов. Но я его не получил. Здесь получился агрессивнейший рез. Просто реально агрессивнейший. Есть такая подозра, что вот те скаты, которые здесь на нижней гарде, они своего рода тоже как катализатор, как показатель. Вот надо было на них обратить внимание, а я обратил внимание на те просветы, которые там есть. И, видимо, все-таки рез при такой даже загнутости лезвия может быть агрессивным. Хотя я так и не думал раньше. На один вопрос сам себе уже ответил, который я хотел вам задать в следующем видео. Но посему давайте, наверное, ставить точку. Станок зачетный, станок обалденный. На мой взгляд, он в принципе-то может претендовать на позицию между 89 и 41 головой. До 95 дотягивает, не дотягивает. Сейчас затрудняюсь сказать, слишком давно я 95-ю в руках держал. Но, парни, кто ищет что-нибудь вот в этом междумирье, между 41 и 89 головой, ребята, вот один из вариантов, если вы найдете. Потому что я кроме коробки вообще нифига не нашел. А этот станок, блин, просто интересен. Он попадает в эту категорию. Очень понравилось. Димке огромное спасибо за то, что дал погонять. И, ну, хороший станок, хороший. 8. Уже на лице ничего нет. Просто бархатистая нежная кожа. Просто великолепно. Мыло. В первом обзоре, когда участвовало это мыло, немного скупо я на нем отозвался, да и неудивительно, потому что там все внимание было притянуто на пуму, опасную клинковую бритву, которая в принципе-то требовала к себе этого внимания. А мыло там выступало в качестве вспомогательной роли, которое должно было просто обеспечить весь процесс бритья. И ввиду того, что я концентрировался только на бритве, вот так вот как-то скупо и получилось. А сейчас, ну, Тэшка дом родной, там хоть с закрытыми глазами вжик-вжик, поэтому сегодня вот больше я с ним поработал. Скажу сразу, ребята, мыло понравилось. Вот по совокупности всего за пенообразование, за консистенцию пены, за ее структуру, за стойкость, за постскольжение. Вот с постскольжением я не совсем разобрался. На мой взгляд, оно где-то на 4. Там чуть-чуть будет, еще чуть-чуть. Но это, знаете, опять же, кому надо. Потому что полностью со всем процессом оно справляется. Станок шел как по накатанной. То есть за все его качества этому мылу я дал бы 5 баллов. И отдельно я бы все-таки, наверное, добавил балл за запах. Не за то, какой он вкусный. Не за то, как он по своей составляющей. Там пишут, что там морской, бриз, там бла-бла-бла. Я вот это вот всего не услышал. Я услышал бирюзовые тона, покой, безмятежность, шорох прибоя. И знаете, какой-то вот ностальжи, что-то успокаивающее, умиротворяющее. Это запах, как будто в будуар к прекрасной даме зашли, и там вот какой-то запах. Он не женский, но это аура вот того места, где присутствует красивая женщина. И вот что-то здесь такая вот какая-то аура красивого места, она есть. Вот за это я бы вот ему баллы впаял. И очень хорошо, что у людей хватило ума не делать этот запах более интенсивным. Казалось бы, кто это говорит? Я, который любит кричащие запахи, там, на по шарам это мое все. Да, да, ребята. Но я боюсь, что если бы здесь вот усилили этот запах, эту составляющую, вот та магия, она бы потерялась. Это уже перешло в что-то в разряд тривиального. А здесь чувство меры отличает вот это. И это прямо реально по кайфу. В третий раз тоже хотелось бы его попробовать. И вот посмотрим, может быть, оно что-то еще покажет. Но посмотрим. В принципе-то там на обзор тоже всего много. Постараюсь, но не обещаю. Мыло понравилось. Лично от меня 6 баллов. И по цене 360 рублей, ребята. Но это не уровень прораза. Я бы, наверное, все-таки это поставил чуточку повыше. Не то, что прораза чем-то там хуже, нет. А вот знаете, вот по тем ощущениям, которые я получал от пены, вот здесь вот они как-то кайфовее. Вот только из-за этого. Хотя это еще надо разбираться, возможно, это просто имховое. Интересно, интересно.
На этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. А если кто-то найдет у себя минутку еще, переходите в следующее видео. У меня для вас очень важный вопрос. И я хочу попросить не только помощи зала, но и просто вашей помощи разобраться в одном вопросе. От всей души надеюсь, что все вместе мы это сумеем сделать. Ну а теперь до новых встреч. С вами был я, Вадим. Пока-пока. Подписывайтесь на канал.